Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот замечательный бантик. Делается очень быстро, делается с помощью шаблона. Шаблон, смотрите, у меня есть вот такой шаблон, я его выложу в своем телеграм-канале. Если захотите, заходите, скачивайте. Шаблон на 10, 7 и 5 сантиметров. Это будет ширина нашего бантика. Если хотите, можете вот прям циферки себе или посмотреть, как выглядит шаблон, и самому сделать. Тут ничего сложного в принципе нет. Ну, иногда удобно сразу раз и все. И все есть. Вот он, шаблон у меня на 10 сантиметров я вырезала. И вот это бантик 10 сантиметров. Значит, единственный нюанс, который есть с шаблоном, и который почему-то никто не озвучивает, это то, что он хорош для ленты, которая двухсторонняя, то есть с двух сторон идет, можно сказать, лицо. Он смотрится хорошо. На ленте, которая односторонняя, то есть здесь блестит, а здесь, видите, идет задняя часть. Здесь будет немножко сложнее, шаблон, конечно, применим, но здесь надо сделать будет еще один разрез. Итак, в принципе, все это очень быстро, очень хорошо, удобно. Приступаем. Мы вставляем ленту в шаблон, видите, вот между частями. Берем наш пистолет или каким-нибудь клеем можете приклеить и ровненько прикладываем. Видите, у нас приклеилось. Переворачиваем шаблон и вставляем ленту, видите, вот сюда в серединку. Снова пистолет и приклеиваем. Ровненько складываем. Вот что у нас получается. Теперь обкручиваем вокруг, видите, уже крайнего. Приблизительно посередке. Так, ровненько. Так, переворачиваем, зацепляем. Видите, у нас уже получился вот он наш бантик. И здесь мы обрезаем ленточку. Так, чтобы серединка у нас оставалась. Даже можно еще подрезать. Приклеиваем. Вот что у нас получилось. Теперь отрезаем небольшой кусочек ленты. Вставляем вот сюда в серединку. Разворачиваем на заднюю сторону. И здесь делаем закрепчик клеем. И со второй стороны. Ого. Так. Снимаем наш бантик. И вот красавчик готов. Очень удобно, особенно когда вам нужно сделать много бантиков одинаковых. Вот такие они получаются. Теперь попробуем сделать, вернее не попробуем, я вам покажу, как сделать с обычной лентой, которая идет с двух сторон разная, то есть лицо и изнанка. Здесь в принципе та же самая схема, только мы приклеиваем одну часть
Заводим, делаем вторую. Здесь мы ленту обрезаем, потому что если мы пойдем дальше, вот так, то она сюда у нас войдет и пойдет наизнанку. Видите? Оно может быть не бросаться в глаза, но при ближнем рассмотрении видно, что здесь идет лицо такое гладенькое, а здесь изнаночная сторона. Мне так не нравится. Поэтому мы с вами будем делать снова. Обрезали. Теперь, ой, ее же надо приклеить. И теперь мы ее приклеиваем. Вставляю вот сюда под низ. Вот мы вставили. Теперь нам придется еще раз обрезать. Конечно, волокиты больше, потому что ну, вот из-за задней, из-за лицевой и изнаночной. И теперь приклеиваем наоборот, видите, изнаночкой. Теперь вставляем в серединку и заворачиваем. В принципе, при желании ну, можно немножечко, получается, дольше. Но красота, это же просто красота. Либо можете попробовать завернуть. Если у вас лента не будет сильно отличаться изнанка от лица, то в принципе можно и не заморачиваться так сильно. Так, ну а дальше все элементарно. Вставляем. Ровненько. Коротенькую чуть ленту обрезала, но ничего. Все равно загнется. И бантик получится замечательный. Вот такой бантик. Немножко с заморочкой. Но такой же милый, красивый и аккуратный. Вот они все одинаковые. Что я хочу еще сказать. Вы, конечно, можете вот эти части украсить как-то по-другому. Добавить сюда либо камни, либо какую-то еще ленточку. Тут уже ваша фантазия играет роль огромную. Напишите, пожалуйста, вам понравилось или нет. Будете ли вы делать такие бантики. И приглашаю в телеграм-канал. Пожалуйста, скачивайте. Пока, до встречи.